Всем привет, с вами Сабо, доброй ночи. Будем проходить сегодня, продолжать вампира. Доктор Джонатан Рид. Участковый вампир. Детектив. Ну что ж. Продолжим. Так, оно у нас захват делает или нет? Видимо, оно не хочет делать захват. VAMPYR. Когда-то я проходил игруху, называлась VAMPYR Masquerade Bloodlines. Шикарнейший проект был в свое время. Но этот вампир тоже довольно годно сделан. Всем доброй ночи. С вами Вампир Сабо. Продолжаем шантаж в Уайтчепеле. Последний раз я играл 10 ноября. Всем вампирчикам привет. Кому не спится. Всем прива. Доброй ночи. Носи. Доброй носи. Доброй ночи всем, кому не спится. Проходим VAMPYR. Уайтчепел. Мы в Уайтчепеле. И у нас Джонатан Рид. Пополняет запасы. Что у нас тут есть? Баблишка. Так. Мы в убежище, мы выспались. И мы можем что-то скрафтить даже. Мы можем скрафтить вакцину. Но не всю. А на ту, которую у нас хватает ресурсов. Средства от анемии. У меня уже дофигища просто. Приготовление. Так, можно улучшить оружие. А с каким я хожу вообще сейчас? А я хожу с этим. Бич драконов. Я могу его еще и улучшить. Я могу его улучшить до уровня 3. То есть уровня 3 он у меня уже 4-й открытый. И бич драконов. Вот. Позволяет поглощать кровь, когда оружие наносит урон. Да ты что? Уровень 3 бич драконов. Найс. Так, пистолет. Пистолет у нас... Мы улучшили и открылись способности. Ага, когда улучшаешь, открываются способности. Открываются. Увеличить наносимый урон. Сокращает время перезарядки. Увеличить наносимый урон. Шикарно. Увеличит огневая мощь. Сокращает время перезарядки. Шикарно. Так, отлично, просто отлично. Так, что у нас тут еще? Ведьмачье вампирское чутье. Бродя, у нас тут есть эти гюли. И причем рядышком прямо возле меня. Вообще офигевшая тварь. Эй, ты, олень.
Ты вообще припухший был, дело. Расследовать действия Дариуса Петреску. У меня миссия. Тут куча кровяки. Йой. Что тут произошло? Записка. Кровь как объект зависимости. Вампиры пьют кровь. Я бы сказал, что это их отличительная черта. Жуткое природное свойство. Но я никогда не считал это просто особенностью рациона. Я начал изучать вампиров, поскольку меня всегда завораживала их неодолимая тяга крови. Жажда настолько сильна, что иногда даже заставляет вампиров выдавать себя. А когда они пьют кровь, то, похоже, на недолго впадают в транс. Это для них экстатическое откровение. Как выразился один вулкот, с которым я беседовал в Москве. Я убежден, что это ключевой элемент к пониманию природы вампиров. Они пьют кровь не для насыщения, а именно потому, что это приводит их в экстаз. Все вампиры без исключения зависимы от крови. Такова их природа, и даже те бессмертные, что отказываются пить кровь, противопоставляют своей жажде лишь силу воли. Никогда не избавиться от этой зависимости. Разоблаченная ночь, Ашер Тоутри, глава Братства Святого Павла. Мы нашли еще одну записку, которая нам рассказывает больше о вампирах. Что у нас тут еще полезности есть какие-то? Dead. Walking Dead. Так, у нас тут выход в город, да? Окей. Выход в город. Двенадцатый уровень у меня, кстати. Так. Джонатан Рид. Давай, пистолет. 82 урон. Шикарно. Так, у меня есть на G слабая сыворотка крови и слабая сыворотка регенерации. На Т и на G. Ага, на Т и на G. Так, на пятерку я еще не пробовал. У меня есть суперспособность. Кровь вскипеть, кровь врывается, нанося урон цель всем поблизости. Кровавый котел. Есть у меня кровавый барьер, теневой туман. Только что его использовал недавно. Пассивки. Есть. Выполнено, выполнено. Выполнено, выполнено. Расследовать действия Дариуса Петреску. Это шантаж Вайчепель. Это сюжетка. Также у нас есть люди, с которыми я знаком. Так, а вот тут у нас есть квесты. В первой локации, это в порту, в Пембургской больнице есть квесты, еще парочку. Выяснить причину смерти. Выяснить, кто шпионит за Тельмой. Есть в Вайчепеле еще парочку заданий. Так, найти человека, который умеет читать шрифт Брайля. Давай попробуем. Давай попробуем найти такого человека. Так, у нас тут ночная стража. Keep out. Давай их затащим. Ку-ку, мудила. Давай сделаем вам сюрприз. Вот это найс было. Затащили их на изи, так сказать.
нас под мостом тусите, да? Мудаки. А ну сюда иди. Иди сюда. Ого, двоих затащил. Оккультный глаз. Красиво. Whitechapel Old Road. Whitechapel Old Road, да, я как раз правильно иду. О, охотнички. Вот ты доигрался, охотник. Потому что нельзя. Есть вопрос. Кто у нас тут ходит? Кто у нас тут ходит? Кто ночами ходит тут? See them fancy clothes? Oh my god! О май гад. Вот и найс. Мы немножко в обход пошли, но... Атмосферность тут мрачная. Атмосферность похожа, как в игре Viv War. Ну как там такая атмосфера угнетущая. Так, мы все ближе к нашей цели, так сказать. Где это мы? Карантин. Вау, карантин в связи с эпидемией. Уходить в зону карантина наблюдения может только при наличии письменного разрешения местных гостей. Изменить, убрать или уничтожить данное объявление имеет право только представитель комитета, обладающий соответствующими полномочиями. Окей. Опаньки. А кто у нас тут? Вот это топ. О, бро. Поверь мне, ты не можешь мне противостоять. Да вы вообще херели, блин. Слушай, ты, блин, кусок говна. Да. Bonfire. Затащили целую толпу идиотских вампиров, блин. Безмозглых. Упырей. Так. Я точно не уверен, ли я на месте. Где-то... Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. Необходим уровень гипноза 3. All right. I Зашибись. shan't insist. Goodbye for now, sir. Зашибись, блин. Уровень гипноза 3. И что мне теперь делать? Что же теперь делать? Keep out. Ну ты елки зеленые, тут ты видишь, я нужен уровень гипноза 3.
Маркер игрока, нафиг я его поставил тут. А, убежище. Угу. Тут у нас убежище. Тут уровень, получается, уровень гипноза 3. А у нее тоже уровень гипноза 3. Значит, мне нужно что? Возвращаться в... Выяснить, кто шпионит за Тельмой и выяснить причину смерти. Давай. Придется возвращаться. И далеко мне пилить. Так, это основное задание. Вот больница. Аж в больничку пилить. Вот аж куда. Далековато, так сказать. Короче, основное задание я тоже не совсем... Тихоня. Стоунбриджское кладбище. Через кладбище пойду? Да, можно через кладбище пойти. Окей. Можно такой сделать ход. Крестники. This is despicable. Despicable. Это terrible. And horrible. But I need blood. Так, это китаянка, с которой она... Hello again. Которая она не Hello возвращается. again, Dr. Reed. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. Я погубил свою сестру Мэри. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I wanted you to know that you have done nothing wrong. Unlike me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Goodbye, Xiaoshu. Maybe we'll talk later. Да, когда у меня гипноз будет Matthew, уровня 3. the world has gone cold. Тогда я на тебя повлияю, что ты ушла отсюда уже. Если ты еще будешь жива, чувишка. То на кладбище. На кладбище как-то небезопасно ходить. Ночами. Опа. Ку-ку. Бро. Упырята.
О, крестники есть. I have this thirst for blood. For blood. Опа. Да ты что? Кто у нас тут? Сюрприз. Сидел себе чувак, кричал в доме, мы его накрыли, короче, мы это притон. Вампиро-притон. Бэкволл. Так, мы в бэкволле. И скоро мы придем в больничку нашу. Скоро мы... А, это еще и этот... Убежище. Зашибись. Это еще и убежище. Помните. Спать надо, сохраняться. Опа. А ну-ка сюда, пацаны. Сюда. Вот такие вот пироги, пацаны. Затащили. Не всем конфеткам одинаково везет, как говорил плохой Санта. Так. У нас тут... Эй, блин, в канализацию пошел нахрена. Ну, в принципе, может, я кого-то встречу тут. Кроме вампиров. Канализация Стоунбриджа. Бродячий скаль. Да, тут я однозначно не был, давай. А может и был, но не помню. Не был. Крыса. Крыса лучший друг вампира. Крыса лучший друг вампира. Так, а ну... Что у нас? Да ты что? Давай посмотрим. Опа! Кто у нас тут тусит? А ну-ка сюда. Образец разбавленный густой кровью. Мы нашли еще одно убежище. Вау. Вау, вау, вау. Нет, это не убежище, но... Тексты по Брайлю. Нечитабельный текст, написанный шрифтом Брайля или набран только название средства от слепоты. Текст по Брайлю. Что-то типа подвальчик. I cannot enter. С помощью кода. Зашибись. Бродячий скаль. Всем бродячим скалям привет. Где они? А, они где-то тут. Окей. Ну тут канализация. О, канализация какая.
Еще двое. Сюда давай. Нормалек. Вот это канализация. Йо. Эй, ю. Так, тут фонарь его кто-то оставил. Нормально. Так, тут его... Ага, я просто... Ликвидируйте паразитов. Ликвидируйте паразитов, никого не щадить. Никого не оправдывать, никого не прощать. Вот простые правила, которые нужно руководиться, когда умеешь дело со скалями. Если увидел скаля, убей его. Это подозреваешь, что какой вампир создает скали. Немедленно сообщи об этом Фаргау, Банши мне. Скали представляют угрозу для нас. Эти отвратительные существа не способны контролировать свой голод и примитивные инстинкты. Казнь скаля можно отложить, лишь если он обладает ценными сведениями. В остальных случаях следует очищать вон от этих мерзких паразитов. Согласен. Полностью с вами, сэр. Эрготамин. Там надо мне будет провести исследование этих. Опа, трупяцкий. Так, бон. Давай, Джонатан, и тащим на изи. Мы уже обошли с какой-то с другой стороны. Канализация. Совершенно с другой стороны. Походу мы пришли. На выход. Вот и все, бро. Ух ты, где это я? Ну, неплохо вышел. Стой. Неплохо вышел. Через канализацию. Весьма неплохо. А у меня крови нифига нема. Так. Так. А тут у нас охотник. Вот и затащили всех. И очень даже ничего. Так, это как раз Whitechapel. А нам нужно сюда. Так.
Так, а тут у нас есть убежище, походу, так. Да, нам сюда. Вот больница уже скоро. Так, красняк, иди сюда. Бутерброд с крысой. I have this thirst for blood. Чего только не найдешь в мусорнике. Пемберская больница. Вот мы и дошли. Так. До больнички. Так, где-то тут моя подружка-вампирша есть. It's locked, all right. It's locked, all right. Locked. Так, а где же это моя подружка была, вампирша? С другой стороны, походу. А, они ж не стоят на месте, блин. Я забыл. Они ж не стоят на месте. Окей. Вот, с другой стороны я обошел. Вот тут она. Да, она с другой стороны госпиталя. С этой стороны. Угу. Так, наш тут водила. Мне, походу, она пока что самая интересная. That was fast. I'm afraid the trail of breadcrumbs leads beyond the hospital premises. I must leave for a time. Is that so? Why? Now it's time for you to be patient. It would seem that your blackmailer is part of a more complex machination whose root is in Whitechapel. Machination? Do you suspect another immortal is involved? I hadn't considered that eventuality. Do be careful, my good doctor. When immortals are involved, the stakes tend to escalate quickly. I'll return with case solved or carried on my shield. Вот такие вот дела. 102, 101. Кто же угрожает нашей подружке? Инфлюенса, это грипп долбаный так. Ну, вот тут, вот тут, вот тут. Так, мы зашли в морг. Да, это морг. Где-то в этом здании, слушай. Как-то попасть. Keep out. Зашибись. Карантин. Фу-фу-фу-фу-фу. Задание от гаража. Не выяснить причину смерти. А, так это в морг. Выяснить причину смерти. Где-то, где-то, где-то. Как сюда попасть? Зашибись.
Весьма интересно, как туда попасть. Ну прям вообще. Так. Кто тут у нас? Недурно. This is despicable. I have this thirst for blood. 69. Как туда попасть? Как туда, мазафака? It's locked. Да я понял уже, что локт. А, на Q. Ну, пацки, сюда идем. Странно это все, однако странно. Тут все закрыто. Как же попасть? Может, с другой стороны обойти? Стой. Да ёперный театр, я хочу метку поставить. Да ты издеваешься. Краш. Крашнулась игра. Вот это найс. Крашнулась. Зашибись. Первый раз крашнулась. Бывает. Надеюсь, нас сохраняет по каким-то действиям, по... Я, блин, ни много ни мало около часа где-то уже наиграл. Продолжаем проходить вампира. У меня был маленький краш.
Я перезашел. Пембрюская больница. Мы делаем квест. Выяснить причину смерти. И придется, по всей видимости, вот это все обходить. Вот как. Придется это все, блин, обходить. А ну-ка. Да. Больничку, блин. А ну, стояночка. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Про вскрытие ничего нету. Goodbye, Dr. Tippett. Ничего нету про вскрытие. It's safer here than anywhere else in the East End. Ну да ладно. Придется обойти весь район. Да. Вот морг. Посмотрим, тут можно зайти или нет. По идее, да. Да, по идее мы вошли в морг. Провести собственное расследование. Но тут ничего не остается. Старый морг. Как... Ох ты, опять скали. Надо провести расследование. Там в подвале. Окей. 30. А куда же он меня направляет? Наверх? Но мы сейчас в морге. Посмотрим. Третий этаж. Вообще херел. Сына. Какой-то ты товарищ слабенький. Один метр. Но это не совсем туда, куда мне надо, мне сдается. Так, сейчас будем смотреть. Стояночка.
Опаньки. Спокночек. Красава. Выяснить причину смерти. Походу я правильно пришел. It's locked, all right. Locked. Уголки губ. Вскрытая грудная клетка. Повреждение рук и ног. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Моряком был. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Вскрыли повторно. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Легкие после операции. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Не самое аккуратное. Кровоизлияние в легкие. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. Типпетс. It's time we talked. Доктор Типпет затупил. Гвинет Брангану врачебные ошибки. Да, назад в больницу. С этим разобрались потихоньку. Так, потом останутся квесты 5 штук в первой локации. Потом я подниму 3-й уровень гипноза и пойду вот это вот дальше добивать. И думаю, там все у нас прояснится. На самом-то деле. Примените лекарства. О, и с ней надо перебазарить. Ну что, возвращаемся. На выход. С вещами на выход, как говорится. О, найс. Смотри, как хорошо вышли. Прямо возле больнички. О, полегче.
шиллинги. Так, вот наша больничка. Так, нужен доктор Типец. Доктор Типец. Вот он. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Да, есть чувак. Врачебная. Corin, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Правду сказал. В чем вы ошиблись? What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Слишком велика. Может, пора оставить врачевание? Кто это был? Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Goodbye, Dr. Tippett. Угу. Так, еще нужна эта чувишка. Гвинет Бреннеган. Беатрис Госвик. Леди Эшбери. А, вот она. Переутомление. Здоровый горожан. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. Дать лекарство. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Так. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct. По словам Коркоран Типец, талант Вин не сообщил врачебной ошибки Коркоран Типец. Concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority. So we can't afford to lose Dr. Tippett. Да, согласен. Пообещать скрыть ошибку Типец. Окей. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Подсказка не сработала. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Окей. Расследование завершено. Ура! Вот этого я и добивался. Так. В принципе. Тельма Хоукролл, безумная пациентка, она убеждена, что уже умерла, не стала нежной, теперь она не может выбраться из нее. А что она вампир. Так. Окей. Выяснить, как шпионит за Тельму. Кто шпионит за Тельму?
Где? Кто шпионит за Тельмой? Ложная цель. Пятьдесят 9 метров. Я не совсем могу понять, где это у нас. Где это находится? Так. Где-то тут, да? Харви Фидик. Доктор Тора стрипает. А ну, стоянба. Стоянба, сказал. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Goodbye, Dr. Strickland. Ничего не может сказать больше. Мы с Тамарой ходим парой, да, так? Значит, кто следит за той чувишкой? Переутомление, ну? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Да. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Так, это не то. Это не то. Простуда у нас. Ну. Пипка. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Требуется средство от простуды. А, мне надо его сделать. I will see you later. Goodbye, Nurse Hawkins. Средство от простуды. Сейчас забабахаем. Так, от простуды. Пневмония, простуда. О, пневмония. Невралгия. От мигрень, да ты шо? Так, супер. Идем дальше к нашей медсестре.
Неизвестно. Кто это? Кто это тут у нас? Мест нет. Тут кто-то есть, кто неизвестный. А, ну. Как это я его не увидел? Неизвестный генерал. А, это она его лечит, типа? Понятно. Непонятно. Харриет Джонс. А, вот она. Простуда. Простуда. Переутомление. Стояночка. Стояночка. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Подлечил немного. На. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Вы сообщница Милтона? Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Чья это была идея? Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Цинизм вас не спасет. Вы торговали надеждой. You put a price on hope. This goes against everything you swore to uphold as a nurse. Report me then, Dr. Reed. Report the little nurse and keep on lying about the surgical errors, the wrong dosages and diagnostics that we all covered for the sake of our colleagues. Пипа Хокинс приберегает койки для тех, кто готов заплатить. Вот такая вот фигня, малята. Goodbye, Nurse Hawkins. Что-то ты знаешь, чего. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Походу он Soldier, и do you следит need за этим. assistance? Not really. I think I caught something in this bloody Чувствую hospital. себя как кусок дерьма. I swear I'm dead. Yet smiling inside, Dr. Reed. Дать лекарство. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Чего? О болезни Телмихо. О, отлично, на службе в армии. Да? Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty.
normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. Her arm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Доступна новая подсказка. Я так и знал. Догадывался. Не знал, но догадывался. Помогла Томасу поверить, что ему еще есть на что надеяться. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Вы позволяете ей себя кусать. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Так. Goodbye for now, Mr. Elwood. Шон Хэмптон. Так вот наша вампирша больная на голову. Good evening, Miss Howcroft. How are you? Она считает себя. Blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Томас Елл. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. У вас романтические отношения? Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Okay. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Damn. The pain. It's here again. Ну, странно очень. Ложная цель. Я не совсем могу понять. Куда ж мне идти? Куда они меня направляют? Доктор Эдгар Свонси. Do you need something, Jonathan? Давненько яс. I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree? She told me you've been doing all in your power to cure her addiction for blood. Though unsuccessful, it's admirable. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. The matter of Lady Ashbury's blackmailer. Oh, I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and Our Lady into your able hands.
I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. О моем состоянии, Уильям Бишопе. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skrull, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skrull? A Skrull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. How do Skrulls come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Понятно. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Where do we stand today? Oh, to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. We'll see each other again soon, Edgar. Ну, конечно, много с ним о чем поговорили, но... Милтон Фокс. Но это не решило мои проблемы. Ну, так сказать, квестом. Не совсем проблема. Милтон.
Ну-ка. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Задать лишний вопрос. О репутации. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Дробовик Милтона. Недурно, недурно. Это все, конечно, забавно. Вот еще есть мадам. Еще одна. Вот она. Леди Эшбери вампирша. Что-то у этого проблемы с здоровьем. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Вы знаете, что ваш сын не при смерти? I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Goodbye, Mrs. Goswick. Так, всех подлечил, блин, а... Я уже даже не знаю, чем тут... Что мне тут делать? Мигрень. Освальд Тэтчер. You always knew the words to calm the children down. Не туда. Так, спокойно. Вот наш Освальд Тэтчер. Так, что ты мне скажешь полезного? Hello again, Mr. Blythe. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war,
I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You were wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Так, и с тобой еще перетру. Good evening. Evening, Dr. Reed. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons, but let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Так. Подлечили братуху. Так, что дальше делать? Я могу найти, выяснить, кто шпионит за Тельмой. Может, на между стражей Перевена нельзя допустить, чтобы охотники обескольбнут. Может, на между возможно, мне стоит проследить за этими охотниками и защитить от них Тельмухов. Ну давай попробуем. Проследить за охотниками. Как можно за ними проследить тут? Вступайте в армию. Покат. Веселый покатик. Так, у нас тут есть место, где я, походу, не был. На-на-на. Окей. Ну, давай глянем. Вот и наша записка, ура! Нашел таки. Таки нашел. Так. Как говорится, тот, кто ищет, тот находит. Так. 25 октября командный пункт стражи Привена к патрулям в стенде тему системы больницы изучить все. Я зал одного из наших век отошел слуху, тоже некая женщина вампир прячется в первой больнице.
Нам известно еще имя, термин. Ваша задача не будет оправдаться полиции, наблюдать действия вышеуказанного кровососа, затем сообщить нам. После этого мы решим, что предпринять. Все, найс. Все, можно отсюда сваливать. Можно сваливать. Я могу себе прям к себе в хатку зайти. Подожди-ка. Куда это он меня отправляет? Найти местный командный пункт стражи Привена. Так мне не назад. Мне найти командный пункт стражей нужно. Так, давай сначала зайду к себе домой. Так, куда быстрее. Так. Старый топорик. Поглощать урон. Расход выносливости. Увеличить урон. Позволяет поглощать урон. Позволяет поглотить 2,5 крови, когда оружие наносит урон, уменьшает расход на 10%. Все, найс. Не, спать я пока не буду, потому что... The flower's dying. It needs water. Что у нас тут есть? Так, сделаю немножко перерыв и продолжим. И продолжим, народ.
Доброй ночи, народ, с вами Сабо. Продолжаем. Еще добьем это логово. И будем уже тоже ложиться вместе с Джонатаном Ридом спать. Так. Блин, как бревно упал. Так, вот, 109. Классная игруха, только... Возможно, надо начинать мне свои вечерние стримы с нее. Так. Вот тут наши пацанчики скоро будут. Вот они. Ко мне, мудаки, блин. Мудачелы. Где ваша база, мудаки? Сейчас мы с вами перетрем, блин. Ко мне. $147. А, все, теперь назад. Затащили мы их всех. А тут у нас еще убежище есть. Прекрасно. И еще один есть охотник. Затащим. Ку-ку. Недолго фраер танцевал. Так, короче, затащили. Назад. Тащимся назад. Тихонько. В больничку возвращаемся. Pembroke Hospital. Ага, мне нету. Так, Тельма, вот. Давай побакланим. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Все, разобрался. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding.
These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. Да, она права в чем-то там. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Расследование завершено. Ура! Так, тут я сегодня всех подлечил, подлатал, 2 расследования завершил. Шикардос. Так. Шикардосик. Да, все закончил, все квесты тут. Переутомление. Доктор Уэверли Экройд. Где он находится? Где этот доктор, Уэверли? Давай его найдем. Подлечим его. Доктор Коркантипец. Вот он. Блин, не тот, это все переутомление задолбали. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Да, не уверен. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder.
And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Окей. Об экспериментах. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Не одобряет современных методов, не станет подавать жалобы. Все, до свидос. Thank you for your time. We'll talk later. Так, что там? У кого-то я там видел переутомление. Нет, значит не тут. С другой стороны. Вот он где. It's locked. No one could believe. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. А, он тоже торгует? Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. Okay. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Весьма. Что у него есть? Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Стояночка. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Так.
Goodbye, Mr. Chidana. Все. Со всеми перетер. Перетер со всеми. Теперь-то уж точно. Доктор Джонатан Рид. Блин, вот я так не люблю, мне, блин, в стенке дыру проделали, падла. Так. Самое больше переутомление. Так, хорошо. Отлично. Все, ложимся спать. И будем закругляться. Отлично. Так. Все, народ. Всем пока-пока. С вами был Сабо. Проходим вампира. Довольно интересный атмосферный проект. Доктор Джонатан Рид ведет расследование по совместительству вампир и участковый. Всем доброй ночи. До новых встреч. Не забываем поставить палец вверх. Всем пока-пока. С вами был Сабо. До новых встреч, ребята.